Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости, подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. В этом видео мы будем вязать вот такие вот замечательные носочки из плюшевой пряжи Alize Puffy Fine. А пока я буду рассказывать вам про эти носочки, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А также не забудьте нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео. Итак, Alize Puffy Fine – это пряжа с готовыми петлями. У этой пряжи петли маленькие, в высоту примерно 2,5 сантиметра. В одном из предыдущих моих видео мы с вами уже вязали из этой пряжи домашние тапочки. Они у нас были вот такие вот коротенькие. В этом видео я вам предлагаю связать вот такие вот носочки или домашние сапожки. Итак, для работы нам понадобится пряжа Alize Puffy Fine в одном мотке 100 грамм и 14 метров. Номер цвета данной пряжи 112. На один такой носок у меня ушел один моток такой пряжи. Остаются в конце немножко остатки. Из этих остатков у меня связаны вот такие вот помпоны. То есть на два таких носочка нам нужно 2 мотка пряжи Alize Puffy Fine. Для работы с этой пряжей я использую крючок. Крючок в данном случае буду использовать 5,5 мм. И теперь, что касается размера, на который я вязала эти носочки, это размер 39. Сейчас я расскажу вам все параметры. Итак, размер ноги у нас 39, длина ступни 24 сантиметра. И обхват ступни в самом широком месте 21 сантиметр. То есть на эти параметры я вязала свои носочки. Но поняв принцип вязания, вы можете связать такие носочки абсолютно на любой размер. Итак, эти носочки у нас имеют шов сзади. Вязать будем по такому принципу. Начнем мы вязать от пальчиков. Свяжем необходимого диаметра нам круг. Дальше вот эту основную часть будем вязать без изменений. Довяжем до начала пятки, свяжем пятку. Далее мы вывяжем голенище. И вот здесь со стороны пятки у нас будет шов. Шов получается едва заметно, его практически не видно. И в итоге у нас получаются вот такие вот носочки. Итак, если вам понравились такие носочки и вы захотите связать их вместе со мной, то добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Итак, для начала работы нам нужно сделать первые 6 рабочих петель. Для этого нам нужно сделать колечко амигуруми и провязать в это колечко 6 петель. Если вы не знаете, как сделать такое кольцо, посмотрите предыдущие мои видео, где мы вяжем игрушки из Alize Puffy Fine. В основном все игрушки начинаются с кольца амигуруми и именно с 6 петель. Несколько ссылок я оставлю внизу в описании под этим видео, переходите и посмотрите. Итак, у нас получится круг из 6 петель. Далее во втором ряду в каждую из этих 6 петель нам нужно сделать прибавку. Напоминаю, что прибавка – это когда из одной петли мы вывязываем 2 петли. Прибавку мы делаем за заднюю стеночку и за переднюю. В каждую из 6 петель сделали прибавку, у нас получается 12 петель. И в третьем ряду нам нужно провязать следующую комбинацию. 1 петля, прибавка. В первую петлю за переднюю стеночку мы протягиваем 1 петлю от рабочей нити, а во вторую петлю мы протягиваем 2 петли от рабочей нити. Продолжаем так до конца ряда. В третьем ряду у нас должно получиться 18 петель. Итак, на данный момент у вас должен получиться вот такой вот круг. По кругу у нас 18 петель. И далее мы вяжем без изменений. Я отмечаю последнюю петлю маркером. Будем одновременно протягивать петли и сразу же их закрывать. Итак, захватываем петлю за переднюю стеночку, вытягиваем и сразу закрываем. Сейчас мы вяжем 18 петель по кругу без изменений. И последняя 18 петля у нас с маркером. Маркер снимаем,
18 петлю провязываем и сразу же последнюю петлю отмечаем маркером. Мы провязали первый ряд, и таким образом эти 18 петель мы вяжем по кругу без изменений. Всего нам нужно провязать 14 рядов. Первый ряд мы уже с вами провязали. Далее 13 рядов провяжите самостоятельно. Итак, я провязала в длину 14 рядов без изменений, в каждом ряду по 18 петель. Примеряем наш тапочек по ноге и учитываем такую особенность, что это полотно очень хорошо тянется в длину. Поэтому, когда будете примерять на свою ножку, хорошенечко вот так подрастяните и уже смотрите по вашему размеру. Сейчас мой манекен намного меньше моего размера ноги, поэтому сейчас особо внимания на манекен не обращаем. Хочу обратить ваше внимание, что полотно очень хорошо тянется, поэтому, когда вы будете примерять на свою ножку, растягивайте полотно. Вы должны связать вот примерно до начала пятки. На мой размер ноги 39 у меня получилось 14 рядов. И далее мы начинаем вывязывать пятку. Протягиваем следующие 12 петель. А 6 петель у нас остается не провязанными, их мы вязать не будем. Эти 12 петель мы закрываем. И теперь эти 12 петель мы будем вязать поворотными рядами. Далее перекидываем рабочую нить и теперь будем продевать опять эти же 12 петель, но продевать будем слева направо. Итак, в самую первую петельку мы продеваем петлю. Эта петля, которая у нас остается в конце ряда, мы ее не считаем. Итак, первая, вторая, третья. И 12. Протянули 12 петель и ряд закрываем. Напоминаю, что эти центральные 6 петель мы не провязываем, вяжем только 12 петель. Это мы провязали с вами второй ряд, то есть справа налево первый ряд, слева направо второй ряд. И таким образом нам нужно провязать 9 рядов. 2 ряда с вами мы уже провязали, остается провязать 7 рядов. Провяжите эти 7 рядов самостоятельно. Сейчас опять продеваем в каждую петлю 12 петель, ряд закрываем, это первый ряд. И потом слева направо опять в каждую петлю продеваем 12 петель, ряд закрываем, это второй. И таким образом провязываем 7 рядов без изменений. Итак, мы с вами провязали пятку. Напоминаю, что на мой размер ноги 39 я провязала 9 рядов. Вы примеряете на свою ногу. Если мы можем вот так вот пальчиками соединить, потому что здесь у нас будет шов, то это значит, что нам длины пятки уже достаточно. Больше мы вязать в длину не будем. Итак, сейчас на данный момент у нас рабочая нить должна быть с левой стороны. Мы провязали справа налево 9 ряд, и рабочая нить у нас с левой стороны. Далее мы будем набирать петли. Петли наберем по бокам пятки, вот эту серединку 6 петель, которые мы не вязали, и с этой стороны тоже наберем петли. Итак, сейчас обратите внимание, у нас боковинка пятки состоит. Вот у нас есть вот такая петелька и есть перегородка. Петля, перегородка, петля, перегородка. Вот за каждую такую петлю и перегородку мы должны протянуть петли. И еще один такой момент. Вот если мы сейчас подхватим эту петлю, вот за эту перегородку, у нас здесь получится дырочка. Поэтому мы подхватываем петлю чуть ниже. То есть посмотрите, вот петля. Мы берем вот здесь, вот чуть ниже, и протягиваем петлю раз,
Дальше у нас идет перегородка. Вставляем сюда крючок и вытягиваем петлю 2. Дальше опять петля, но не за эту перегородку, а ниже. Вытягиваем 3. Дальше опять вот такая перегородочка. 4. Опять петля. 5. Перегородка. 6. Петля. 7. И подхватываем перегородку 8. Далее вот здесь в уголочке у нас опять петля, мы захватываем чуть ниже и продеваем 9. То есть по боковинке мы протянули 9 петель. Далее мы протягиваем вот эти 6 петель, которые мы не вязали. Также за переднюю стеночку их подхватываем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И с этой стороны, на этой боковинке, мы должны также протянуть 9 петель. Начинаем сначала с уголочка. Вот у нас уголочек. Подхватываем петлю чуть ниже. Протягиваем первая. Дальше перегородка вторая. Дальше у нас петля третья. Перегородка четвертая. Опять петля пятая. Перегородка шестая. Петля седьмая. Перегородка восьмая. И последняя вот здесь вот петелька 9. С этой стороны мы тоже протянули 9 петель. И теперь все эти петли мы по кругу закрываем. Итак, мы закрыли этот ряд, и у нас получилось 24 петли. Теперь мы вяжем ряд в обратном направлении, продеваем в каждую петлю по одной петле от рабочей нити. Протягиваем до конца ряда 24 петли. Итак, мы протянули 24 петли, и для того, чтобы нам сравнять вот этот шов, чтобы он был у нас ровненький, мы протягиваем рядышком вот эту вот 25-ю петлю. Таким образом у нас шов будет ровный, то есть сейчас у нас в работе будет 25 петель, и теперь этот ряд мы закрываем. И далее мы вяжем все без изменений. Сейчас у нас в работе 25 петель. Будем вязать эти 25 петель поворотными рядами. То есть сейчас следующий ряд мы будем вязать справа налево. Протягиваем в каждую петлю по одной петле от рабочей нити. 25 петель протянули, ряд закрыли. Это будет первый ряд. Далее второй ряд слева направо протягиваем опять в каждую петлю по одной петле, ряд закрываем и вяжем таким образом поворотными рядами туда-сюда, туда-сюда, только эти 25 петель. Провяжите таким образом все ряды на необходимую вам высоту носочка самостоятельно. Итак, вот я провязала на нужную мне высоту носочка. У меня получилось 12 рядов. Нам еще надо оставить рабочую ниточку для обвязки края. Всего я связала 12 рядов без изменений, в каждом ряду по 25 петель. Что мы делаем дальше? Теперь мы просто эти две половинки сшиваем между собой. С другого конца клубочка мы раскрываем петли на рабочей нити и вставляем нитку в иголку. И начинаем эти две половинки сшивать.
Сшивать можно удобным для вас способом. Главное, чтобы этот шов был менее заметен. Сшивать можно как и от пятки, двигаясь вверх, также и от начала до пятки. Главное соединить две половинки вместе, чтобы они были ровненько. Я начну сшивать от начала носочка и буду двигаться к пятке. Рабочую нить пока мы не отрезаем, мы еще будем обвязывать край носочка. Вот такой еле заметный шов у нас получается. И прошиваем таким образом до конца самостоятельно. Итак, мы прошили до конца. Теперь выводим иголочку на изнаночную сторону. С изнаночной стороны фиксируем ниточку и отрезаем. Итак, у нас получилась вот такая вот пятка и вот такой шов. И далее, чтобы нам соединить вот здесь начало и конец ряда, в следующую петлю мы проденем петельку от рабочей нити и закроем ее. И далее провяжем один ряд обвязки. На самом деле обвязка может быть совершенно любая, какая вам придет в голову. Я провяжу один ряд, но петли буду захватывать за заднюю стеночку петли, и у меня получится вот такая вот небольшая каемочка. Итак, захватываем заднюю стеночку петли и продеваем по одной петле от рабочей нити. Протягиваем так по кругу и ряд закрываем. Последнюю петлю мы выводим на изнаночную сторону и с изнаночной стороны фиксируем ее. И у нас получился вот так вот край носочка, вот так шов. И полностью готов весь носочек. Я очень надеюсь, что вам было все понятно. Если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно мне напишите об этом в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. А также не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!